Всем привет! С вами Анна. Вот и наступило время создать сказочного волшебного олененка. Этот очаровательный малыш достаточно большой, рост около 40 сантиметров, без учета ушек и рогов. И как раз только их мы и будем пришивать. Все остальное будет ввязываться и вывязываться. По расходу пряжи на него ушло меньше 2 мотков, пряжи, которая в намотке 120 метров, и совсем немного на копыта и рога. Для тех, кто еще не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему общению, участвуйте в акциях и, конечно же, присылайте фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам. Ссылку на канал оставлю в комментарии под этим видео. Ну и давайте уже приступим вязать. Итак, что у нас по пряже? Самого олененка я буду вязать вот таким персиковым цветом. Пряжа Himalaya Dolphin Star. Не уверена, что на камеру передается благородный эстетичный блеск, который в этой ниточке благодаря добавлению люрекса. Ну а для рогов и копыт я буду использовать пряжу Lavita Yarn Velour коричневого цвета. Вы, как и я, можете миксовать пряжу, подобрав ниточку идентичную по толщине, или же взять разных цветов от одной и той же пряжи. Выбор, конечно же, за вами. Глазки. Вот такие красивые глазки со скошенным зрачком. Диаметр 25 миллиметров. И для олененка я взяла коричневую радужку. Глазки на безопасном креплении. Крепление выглядит вот так. Сразу хочу сказать, что когда мы будем вставлять глазки, я всегда обращаю внимание, что более широкой стороной к вязаному полотну. То есть вот так будете закреплять. Думаю, понятно, чтобы я уже не возвращалась к этому моменту. Носик тоже на безопасном креплении, диаметр 20 миллиметров. Ну а крючок номер 5. И начнем мы с вами с верхних ножек, которые выглядят вот так. Берем нить того цвета, которым вы будете вязать копыта. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам необходимо сделать 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. В результате получим 12 петель. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка, затягиваем колечко, выворачиваем, 1, 2, четвертая прибавка, 1, 2, пятая прибавка и 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Кому удобно, отмечайте первую петлю, не принципиальный момент. И приступаем к вязанию уже третьего ряда. И мы его будем с вами вязать следующим образом. Начнем с прибавки. Прибавка, столбик без накида. И такую комбинацию повторим 6 раз. Обычно мы с вами вязали так. Столбик без накида, прибавка. То есть начинали не с прибавок и с убавок, а просто с провязыванием столбиков. В результате мы получим 18 петель. Я объясню на нижних ножках, почему мы так делаем, потому что на них будет более наглядно. А сейчас мы так делаем только для того, чтобы это было идентично нижним ножкам. Еще раз говорю, начинаем с прибавки. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая прибавка, столбик без накида.
Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы с вами увидимся на 4 ряду. Довязали до конца 3 ряд. В 4 ряду у нас сохраняется 18 петель, но мы будем провязывать 4 ряд за дальнюю от нас полупетлю. Вот ближняя к нам полупетля и дальняя. Мы захватываем с вами дальнюю полупетлю и вяжем 18 столбиков без накида. Я с вами 3 провязала, оставшиеся 15 довязывайте до конца и увидимся на 5 ряду. У копыта связали 4 ряда. Теперь самостоятельно с 5 по 7 ряд включительно вяжите по 18 столбиков без накида, без каких-либо изменений, захватывая полную петлю, да, за обе полупетли. Но мы с вами вместе провяжем последнюю петлю 7 ряда. Если вдруг вы свяжете самостоятельно, ничего страшного, просто ее распустите. Итак, 3 ряда самостоятельно, кроме последней петли 7 ряда, и мы с вами встречаемся. Мы с вами связали 7 рядов, не довязав только последнюю петлю, и наступил момент смены нити. Я уже заранее оторвала ниточку, оставив небольшой кончик. Вы можете это сделать сейчас, а можете после того, как провяжете последнюю петлю. Сейчас мы будем ввязывать основной цвет, то есть копыта мы с вами связали. Вводим крючок в последнюю петлю нашего 7 ряда, захватываем ниточку, а уже довязывать эту петлю будем нитью основного цвета. Соответственно, я уже захватываю нить персикового цвета. И это мы с вами довязали последнюю петлю 7 ряда. Отмечаем маркером. И сейчас смотрите, чтобы переход от копыта к ножке был менее заметный, вот такой красивый, мы с вами 8 ряд будем вязать соединительными столбиками. Вот эти 2 ниточки можем перевязать между собой, чтобы у нас ничего не распустилось и никуда ничего не вылезало. Перевязываем между собой и убираем в копыта. Я, как всегда, неэкономно оставляю длинные кончики. Не знаю, почему у меня так получается все время. Ну ладно. Итак, еще раз. 8 ряд вяжем соединительными столбиками, захватывая дальнюю от нас полупетлю. Вот у нас передняя полупетля, мы с вами уже вязали, да? И дальняя. Мы будем вязать 18 соединительных столбиков. Ввели крючок за дальнюю от нас полупетлю, вытянули ниточку и протянули через петлю. И вяжем эти соединительные столбики свободно, чтобы копыто потом не стягивало ножку. 1, 2. И немножечко вот так вытягиваем петлю, чтобы свободненькие они были. 3. Вяжите еще 15 соединительных столбиков и встретимся на 9 ряду. Довязали 8 ряд до конца соединительными столбиками. Теперь самостоятельно 9 и 10 ряд вяжете по 18 столбиков без накида в каждом ряду, без каких-либо изменений. И мы с вами встретимся на 11 ряду. И не удивляйтесь, крючок сейчас будет немножечко так с трудом провязывать вот эти петли, потому что вязали соединительными столбиками. И это нормально. Все, вяжите 2 ряда, встречаемся на 11. Связали у ножки 10 рядов. 11 ряд вяжем следующим образом. 7 столбиков без накида, убавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая убавка. Вы делаете так еще 1 раз и увидимся на 12 ряду. Закончили вязать 11 ряд, 12, 13 вяжете самостоятельно по 16 столбиков без накида и увидимся уже на 14 ряду.
13 рядов связали, 14 вяжем так, 6 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза, получаем 14 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Первая убавка. Вам сделать так еще один раз и до встречи на 15 ряду. Ну а 15 и 16 ряд вяжите самостоятельно по 14 столбиков без накида в каждом ряду, и мы с вами встречаемся на 17 ряду. В 17 ряду нам 2 раза необходимо повторить следующую комбинацию: 5 столбиков без накида, убавка, и у нас образуется 12 петель. Раз, два, три, 4, 5. Первая убавка. Вам сделать так еще один раз и до встречи на 18 ряду. Думаю, вы догадались, 18-19 ряд вяжете самостоятельно по 12 столбиков без накида, и увидимся на 20 ряду. 19 рядов связали. Перед началом вязания 20 ряда предлагаю набить синтепухом уже ножку, так как мы сейчас еще немного сузим отверстие. Набивайте синтепухом. Ну а 20 ряд мы вяжем так: 4 столбика без накида, убавка, повторяем комбинацию 2 раза, у нас образуется 10 петель. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще один раз, и мы с вами встречаемся на 21 ряду. Связали 20 рядов у ножки. 21 мы будем уже закрывать эту деталь. Маркер нам больше не нужен. Будем провязывать за передние и задние стенки 5 столбиков без накида. Думаю, это понятно, так как по периметру у нас 10 петель. Захватываем петлю на передней стенке и петлю на задней. Вот так. Захватили и провязываем столбик без накида. Раз. Передняя стенка, задняя стенка, столбик без накида. 2. Передняя, задняя. 3, 4 и боковую петлю провязываем 5. Отрезаем, отрываем ниточку, оставив совсем небольшой кончик. Ножки мы с вами будем ввязывать. Делаем закрепительный узелок, затягиваем. Так, первая ножка, у меня уже вторая ножка. Так. Вы подобным же образом вяжете еще одну. Ну а мы сейчас приступаем к вязанию уже нижней ножки. Вот так она будет у нас выглядеть. Снова берем ниточку, которой будем вязать копыта. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам необходимо сделать 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. В результате получим 12 петель. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. Затягиваем кольцо. Раз, два, четвертая прибавка. Раз, два, пятая прибавка. И раз,
2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И приступаем к вязанию третьего ряда. Помните, мы с вами на верхней ножке в третьем ряду сделали следующую комбинацию. Прибавка, столбик без накида. Мы ее повторили 6 раз, получили 18 петель. Сейчас сделаем то же самое. То есть мы комбинацию начнем с прибавок. Почему мы будем делать так? Для того, чтобы нижняя часть копыта была круглая, так скажем, более круглая, плоская, то есть вот так выглядело, чтобы не было здесь никакого выпирающей вот такой части, да, конуса, чтобы не было никакого. Мы с вами будем в этих рядах прибавки раскидывать. То есть сейчас мы с вами начнем с прибавки, это в третьем ряду, забегу немножко вперед, да. В четвертом мы начнем со столбиков без накида, и у нас с вами в результате такого разброса прибавок эта часть, еще раз говорю, будет плоская, то есть более круглая. Тем более мы вяжем копыта, да, оно должно быть ровненькое внизу. Вот с этой целью мы так с вами сейчас и вяжем. Итак, третий ряд. Начинаем с прибавки. Прибавка. Столбик без накида. Снова прибавка. Это уже вторая. Столбик без накида. 2 прибавки сделали, да, 2 раза повторили комбинацию. Вам еще повторить эту комбинацию 4 раза, и мы увидимся на 4 ряду. Третий ряд довязали, 18 петель получили. Приступаем к 4 ряду и вяжем его привычным для нас способом. 2 столбика без накида прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз, получаем 24 петли. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза, и мы с вами увидимся на 5 ряду. 4 ряд довязали до конца. Ну а 5 ряд вяжем так же, как у верхней ножки, за дальнюю от нас полупетлю. То есть круг мы с вами сделали, и теперь вяжем за полупетли. Итак, у нас сохраняется 24 петли по периметру. Захватываем полупетлю. Раз, полупетлю дальнюю от нас, еще раз обращаю внимание, 2, 3, 4 провязала с вами. Вы еще довязываете 20 столбиков без накида за дальнюю полупетлю и встречаемся на 6 ряду. 5 рядов связали. Теперь самостоятельно с 6 по 8 ряд включительно вяжете по 24 столбика без накида в каждом ряду, и мы с вами уже увидимся на 9 ряду. То есть вам провязать сейчас 3 ряда самостоятельно, и как и у первой ножки, последнюю петлю 8 ряда не довязывайте, свяжем ее вместе. И сейчас вяжете эти 3 ряда, как мы это делаем обычно, захватывая обе полупетли. Связали у копыта 8 рядов, точнее последнюю петлю 8 ряда не провязали, да, сейчас мы вместе свяжем, так как мы будем снова менять ниточку, да, это понятно, пришло время смены нити. Давайте сразу, кто отрежет, кто отрывает, кому как удобно, оставив небольшой кончик. Так, вводим крючок в последнюю петлю 8 ряда, вытягиваем ниточку, а провязываем эту петлю уже нитью основного цвета. Точно так же, как мы с вами делали на верхней ножке. Захватили нить и провязали. И это у нас с вами получается последняя петля 8 ряда. Отмечаем ее маркером. Можно сразу завязать узелочки. Так, и прячем кончики нити. Все. И сейчас мы с вами приступаем к вязанию уже 9 ряда.
И, наверное, вы догадались, что мы сейчас его будем вязать за дальние от нас полупетли соединительными столбиками. Только в этом случае нам надо провязать 24 соединительных столбика. Захватываем за полупетлю и вяжем. Помните, да, свободно вяжем. Раз, два, три, четыре. За дальнюю от нас полупетлю довязывайте самостоятельно оставшиеся 20 соединительных столбиков и встречаемся на 10 ряду. Закончили ряд из соединительных столбиков. Теперь самостоятельно 10 и 11 вяжите по 24 столбика без накида в каждом ряду и встречаемся на 12 ряду. 11 рядов у нашей ножки мы связали, точнее у ножки нашего олененка, и приступаем к вязанию 12 ряда. Вяжем его следующим образом. 10 столбиков без накида, убавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 22 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще один раз и увидимся на 13 ряду. Закончили вязать 12 ряд, 13, 14 вяжите самостоятельно по 22 столбика без накида в каждом ряду и уже до встречи на 15 ряду. 14 рядов связали. Ну а в 15 ряду нам 2 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 9 столбиков без накида, убавка. В результате получим 20 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще один раз и увидимся на 16 ряду. 16-17 ряд вяжете самостоятельно по 20 столбиков без накида в каждом ряду и до встречи на 18 ряду. 18 ряд вяжем так. 8 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза, получаем 18 петель. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Первая убавка. Вам сделать так еще один раз, и мы встретимся с вами на 19 ряду. В 19 ряду просто провязывайте 18 столбиков без накида и увидимся на 20 ряду. Ну а в 20 ряду 2 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 7 столбиков без накида, убавка. И у нас образуется 16 петель. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. Первая убавка. Вы делаете так еще один раз и встречаемся на 21 ряду. 21 ряд вяжете самостоятельно, просто 16 столбиков без накида. Встречаемся на 22 ряду. Довязали до конца 21 ряд. 22 вяжем следующим образом. 6 столбиков без накида, убавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 14 петель. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще один раз и встречаемся на 23 ряду.
Довязали до конца 22 ряд, 23 вяжем следующим образом. 5 столбиков без накида, убавка, повторяем комбинацию 2 раза, получаем 12 петель. Раз, два, три, четыре, 5. Первая убавка. Вам сделать так еще один раз и до встречи на 24 ряду. Связали 23 ряда, нижняя ножка почти готова. Сейчас набивайте ее синтепухом, так как мы уже будем закрывать эту деталь. То есть в 24 ряду мы с вами провяжем 6 столбиков без накида, захватывая за передние и задние стеночки, так как у нас по периметру 12 петель. Захватываем за переднюю стенку и за заднюю. Раз, передняя стеночка, задняя. 2, передняя, задняя. 3, 4, 5 и боковая петля 6. Отрезаем, отрываем ниточку, оставив небольшой кончик, так как мы с вами будем ножку ввязывать. Делаем закрепительный узелок, затягиваем, любуемся красотой. Вот такие ножки хорошенькие у меня уже получились. Так, вам связать еще одну ножку. Ну, а мы с вами сейчас будем вязать миленькое, маленькое ушко. Берем нить основного цвета, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам необходимо повторить следующую комбинацию. 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. В результате получим 8 петель. Раз, два, первая прибавка. Затягиваем колечко. Выворачиваем, насколько это возможно. Раз, два, вторая прибавка. И отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Третий ряд вяжем следующим образом. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза. В результате получаем 10 петель. Раз, два, три. Первая прибавка. Вам сделать так еще один раз и увидимся на 4 ряду. В 4 ряду необходимо 2 раза повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида, прибавка. В результате образуется 12 петель. Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Вы делаете так еще один раз и встречаемся на 5 ряду. 5 ряд вяжем так. 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза. В результате образуется 14 петель. Раз, два, три, 4, 5. Первая прибавка.
Вы делаете так еще один раз и встречаемся на шестом ряду. Пятый ряд довязали до конца, ну а в шестом ряду 2 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 6 столбиков без накида, прибавка. И у нас уже получится 16 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, первая прибавка. Вы делаете так еще один раз и встречаемся на седьмом ряду. Ушко практически готово. Седьмым рядом мы будем закрывать деталь, провязывая за обе стенки 8 столбиков без накида, так как у нас по периметру 16 петель. Захватываем за петлю на передней стенке и петлю на задней стенке. Захватили и провязали. Раз, передняя стенка, задняя стенка, 2, передняя, задняя, 3, передняя, задняя, 4, 5, 6, 7 и боковая петля 8. А сейчас внимание, отрезаем ниточку, оставив кончик длинней, потому что мы будем ушко пришивать. Делаем закрепительный узелок. Так, и придаем сразу ушку нужную красивую форму. Так, сейчас под эту петлю, под последнюю, вводим крючок, захватываем ниточку и вытягиваем ее вот сюда. Вот у нас одно ушко и второе. Вот такие, сейчас, красотульки. Ушки готовы. Вы вяжете еще одно ушко. Ну, а мы сейчас будем вязать маленький, миленький хвостик. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Второй ряд вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 8 петель. Раз, два, первая прибавка. Затягиваем колечко. Как можем, его выворачиваем. Раз, два, вторая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. Еще раз вывернем. И приступаем с вами к вязанию уже третьего ряда. Вяжем его так. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 10 петель. Раз, два, 3. Первая прибавка. Вам сделать так еще один раз и увидимся на 4 ряду. Довязали 3 ряд. Ну а в 4 ряду 2 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида, прибавка. И уже образуется 12 петель. Раз, два, 3,
4. Первая прибавка. Делайте так еще один раз, увидимся на 5 ряду. 4 ряд довязали до конца. 5 вяжем следующим образом. 4 столбика без накида, убавка. Повторяем комбинацию 2 раза. У нас образуется 10 петель. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще один раз и встречаемся на 6 ряду. 6 рядом мы с вами будем уже закрывать эту деталь. Маркер больше не нужен пока. Закрываем как обычно. Провязываем, захватив за петли на передней стеночке и на задней. Так как у нас по периметру 10 петель, соответственно, мы с вами сейчас провяжем 5 столбиков без накида. Захватываем петлю на передней стенке детальки и на задней. 1, передняя стеночка, задняя стеночка. 2, передняя, задняя. 3, передняя, задняя. 4 и боковая наша петля 5. Все. Отрезаем, отрываем, оставив совсем небольшой кончик. Хвостик мы тоже с вами будем ввязывать. Делаем закрепительный узелок. Затягиваем и смотрим, какой кукуська у нас получился. Смотрите, какое очарование. Хвостик мы с вами связали. И сейчас наступило время связать вот такой рог. Вот такой симпатичный. И снова делаем наше волшебное колечко амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Второй ряд вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 8 петель. 1, 2, первая прибавка. Затягиваем кольцо, выворачиваем, раз, два, вторая прибавка. Отмечаем маркером последнюю петлю ряда. И дальше вы самостоятельно вяжете третий ряд, просто 8 столбиков без накида. И встречаемся на 4 ряду. 3 рядочка связали, 4 вяжем так. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 10 петель. 1, 2, 3, первая прибавка. Вы делаете так еще один раз и встречаемся на 5 ряду. Закончили с 4 рядом, а теперь самостоятельно с 5 по 11 ряд включительно, это 7 рядов, вяжите по 10 столбиков без накида в каждом ряду, без каких-либо изменений, и мы с вами встретимся на 12 ряду. 7 рядочков без меня и встречаемся. Связали с вами 11 рядов. В 12 сохраняются все те же 10 петель, но в этом ряду мы создадим отверстие, из которого будет потом вывязываться вот такой отросток. Итак, приступаем к вязанию 12 ряда. Сначала по ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2,
и 3. Далее мы с вами набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Пропускаем 3 петли по ряду. 1, 2, 3. И дальше продолжаем вязать. То есть 3 связали, 3 пропустили, это 6. Правильно, да? 7, 8, 9 и 10. Все те же 10 петель у нас сохранились. Сейчас покажу, как это выглядит. Ну, думаю, ничего сложного. Сколько петель набрали, столько петель пропустили. Вот так выглядит отверстие. Вот я вам показываю, чтобы было видно. Мы с вами сначала 3 столбика без накида провязали, набрали цепочку из 3 воздушных петель, пропустили 3 петли и дальше ввязали ее и довязали ряд до конца. У нас осталось все те же, получается, 10 петель. Так, и давайте, наверное, вместе свяжем с вами 13 ряд, потому что мы пойдем там по цепочке, вдруг кто не умеет, ну или не вязал так прежде. Итак, в 13 ряду то же самое, 10 столбиков без накида. Просто провязываем сначала по ряду 3 столбика без накида, как они у нас и шли. И дальше 3 мы вяжем за полупетли у нашей цепочки из воздушных петель. Захватываем. Получается, вот за верхнюю, да, полупетлю. 1. Сейчас захватим 2. Так, 1 захватили. Сейчас. Ну, ничего. И так бывает не сразу. 2. И 3 полупетлю подхватили. 3. Провязали по цепочке из воздушных петель. И у нас должно остаться еще 4 петли, которые мы должны провязать. 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Все, мы с вами связали, получается, уже 13 рядов. То есть обычно вяжем все те же 10 столбиков без накида в 13 ряду, только захватываем за полупетли, а оставшиеся нижние полупетли мы потом за них как раз будем вывязывать этот отросточек, который я вам показывала. Так, думаю, все понятно, да? И сейчас вы просто самостоятельно вяжете 14 ряд, просто 10 столбиков без накида, и встречаемся на 15 ряду. 14 рядов связали, 15 вяжем следующим образом: 4 столбика без накида, прибавка, повторяем комбинацию 2 раза, и у нас образуется 12 петель. 1, 2, 3, 4, первая прибавка. 1, 2, 3, 4, вторая прибавка. Дальше мы с вами делаем соединительный столбик и отрезаем, отрываем ниточку, оставив кончик подлинней. Рога мы с вами пришиваем. Вытягиваем нить. И сейчас мы с вами будем вывязывать отверстие. Точнее, вывязывать отросток в отверстие, ввязывать его. Отросток мы будем вывязывать следующим образом. Мы захватим с вами нижние 3 петли, верхние 3 полупетли и еще по бокам сформируем по одной петле. То есть 3 плюс 3, 6, 7 и 8. Сбоку вот здесь, сейчас покажу, вот так. Захватим и сформируем петлю. Для удобства, так как отверстие маленькое, ниточка темная, предлагаю первую петлю, которую мы пропускали, делая цепочку из воздушных петель, отметить маркером. И эта первая петля станет нашей последней петлей ряда.
отмечаем маркер, чтобы уже не запутаться, не сбиться. Поверьте, так удобно. Дальше, что мы с вами делаем? Формируем петлю. И эту петлю мы сейчас захватим и вытянем как раз через последнюю петлю нашего ряда, будущего нашего ряда. Захватили петлю и вытянули. Все. И мы приступаем с вами к вязанию. Будем вязать и обвязывать вот этот кончик нити. Так, сейчас куда мне его лучше вывернуть? Так, здесь мы вытянули, сюда мы еще придем. Это будет последняя петля ряда. У нас осталось еще внизу 2 петли. Так. И при этом еще обвязываем кончик нити. Раз. 2. Теперь захватываем боковушку, формируем петлю, вяжем 3. Все, кончик нити можно убрать, чтобы он нам не мешал и не сбивал нас. 3 провязали. Переходим на полупетли. Захватываем полупетлю, вяжем 4. Следующую полупетлю захватываем 5. Еще одну полупетлю. Так, вот третью полупетлю мне надо увидеть. Сейчас не на камеру ее подцеплю и вернусь. Подцепила с трудом. Всегда последняя полупетля, она такая какая-то затянутая получается. Так, это я сейчас буду вместе с вами вязать 6. Третью я полупетлю подцепила, правильно, 6. Формируем боковую петлю вот здесь сбоку. Цепляем за ниточку. 7. И вот это последняя петля ряда, которую мы отмечали, да? И это будет у нас 8. Вот сюда мы, откуда ушли, сюда пришли. 8. Думаю, все показала. Надеюсь, было понятно. Потому что момент вот этот самый неудобный. Все, дальше будет все легко и просто. Самую, так сказать, ювелирную работу мы с вами сделали. Сформировали первый ряд. Ну, думаю, все было понятно. Мы в первую петлю, которую пропустили, просто через нее вытянули ниточку и дальше начали вязать. 2 у нас были внизу петли оставались, боковую 3. 3 полупетли это уже, так, 3, 6, уже считать разучил 6, боковая 7 и провязали последнюю петлю ряда 8. Все показала, рассказала, весь этот ювелирный сложный ряд прошла с вами, я молодец, и вы тоже. Итак, первый ряд связали, вяжите второй ряд самостоятельно, просто 8 столбиков без накида. И встречаемся уже на 3-м ряду. 2 ряда у отростка мы связали, а в 3-м ряду мы немножко с ним похулиганим, зададим ему направление, чтобы отросток торчал у нас не в сторону, вот так шел, а немножко вверх. Итак, что мы с вами делаем? У нас сохраняется 8 петель, и после наших манипуляций все равно сохранится 8 петель. Итак, сначала мы делаем по ряду с вами прибавку. Дальше мы вяжем просто 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь мы с вами делаем убавку. И оставшиеся 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. 1 и 2. Собственно, сколько прибавили, столько убавили. У нас, как я уже сказала, сохранилось 8 петель. Просто мы его немножечко повернем так, как надо нам. Вот так. Видите? Видите, как интересно? Он уже, правильно, он, да, отросток, он уже идет туда, куда мы захотели. Так, 4-й ряд уже вяжете самостоятельно, просто 8 столбиков без накида, и увидимся на 5-м ряду. 4-й ряд довязали до конца. В 5-м ряду немножко тоже еще поэкспериментируем. Так,
вяжем столбик без накида. Далее мы с вами делаем прибавку. 3 столбика без накида просто вяжем. Делаем убавку. И у нас остался последний столбик без накида. И думаю, наш эксперимент, наши манипуляции дадут плоды. Знаете, сколько трудов. Казалось бы, ну, маленький рог вяжем, отросточек, а ты попробуй, вывяжи, направь куда надо. Целая наука. Так, что у нас получается? А получается то, что нам нравится, правда? Так, это мы с вами довязали 5-й ряд. Теперь 6-й вяжете самостоятельно просто 8 столбиков без накида и встречаемся на 7-м. Ну, а 7-й ряд вяжем так. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем комбинацию 2 раза, получаем 6 петель. Так, 1, 2. Первая убавка. Давайте с вами довяжу сразу. 1, 2. Вторая убавка, так как это уже последний ряд. Вторая убавка. Маркер пока не нужен. Дальше мы с вами... А, нет, не последний. Зачем же я вам неправду сказала? Так, 7-й ряд с убавками, да, а 8-й ряд просто 6 столбиков без накида вяжем. 6 столбиков без накида и встречаемся. Вот это и будет последний ряд. Вот теперь мы отросток довязали до конца, провязав 8-й ряд, еще раз напоминаю, да, 6 столбиков без накида. Что мы с вами делаем? Вяжем соединительный столбик и отрываем ниточку, оставив кончик, чтобы закрыть отверстие. И, знаете, как такой средней длины, ну, не сильно коротенький кончик, чуть-чуть подлиннее. Мы еще вот здесь подцепим с вами, чтобы совсем придать направление, нужное нам для отростка. Так, вот так. Вытягиваем нить. Берем иголку с большим ушком, вставляем нить в иголку, я это делаю не на камеру, и возвращаюсь к вам. Вставила нить в иголку и собираем оставшиеся петли. Как обычно мы с вами закрываем. Не затягиваем пока. То потом будет, если затянете, сложно будет найти петли. Вот сейчас можно затянуть. Затягиваем. Делаем закрепительный. Так, я сейчас прервусь, у меня котик пошел в туалет, чтобы вы эти звуки все не слышали. Сейчас он сделает свои делишки, я к вам вернусь. Так, ну это, видимо, чтобы все знали, что у меня есть котик. Мы с вами на чем остановились? Делаем закрепительный узелок. И прячем ниточку. Но смотрите, как мы ее с вами прячем. Предлагаю вывести ее близко у основания, близко к основанию нашего отростка. Вот здесь. Выводим, подтягиваем. И далее мы ее также близко к основанию, да, вот основного рога, вводим ее вот сюда. Вывели вот здесь, уводим сюда, для того, чтобы вот так у нас получилось с вами. Понятно, да? Подтягиваем. Смотрите, немножко неудобно, но справитесь. И теперь нам надо закрепить. Вот прям за любую петлю, полупетлю. Вот подтянули там и завязываем просто узелочек. И все.
ниточка еще тут мешает. Вот так. И вот в такой форме, в таком виде у нас останется этот отросток. Так, можно ниточку, которая мешает, убрать совсем. Все. Смотрите, что у нас получилось. Какая красота. Мы повозились немножко, да, деталь маленькая, но очень важная. Ну, олень, собственно говоря, это прям та его часть, по которой прям сразу понятно, что это олененок. И мы очень красивые рога с вами сделали. Рожки у нас очаровашки. Сейчас набиваем синтепухом. Да? Вы еще вяжете второй рог, набиваем синтепухом. Откладываем в сторону. Хочу предупредить, из-за того, что мы вот такие манипуляции с вами провели, вот здесь подцепили, сложновато немножко, не так просто будет набить синтепухом. Но ничего, пальчиками, ноготочками вы справитесь. Я знаю, вы у меня умнички. Все у вас получится. Ну, если у меня получилось вот так сделать, значит и у вас получится. То есть в результате, после того, как набьем, получится вот такая красота, должна получиться. Ну, а мы с вами сейчас уже... Так, мы все детали связали, да, которые и ввязываются, и которые пришиваются. Да, ушки и рожки у нас пришиваются. Мы сейчас приступаем уже к вязанию тельца, головки нашего олененка, нашего классного малыша. Берем нить основного цвета, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам необходимо сделать 6 прибавок, то есть в каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. В результате образуется 12 петель. Раз. 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая прибавка. 1, 2. Третья прибавка. Затягиваем кольцо. Выворачиваем. 1, 2. Четвертая прибавка. 1, 2. Пятая. И 1, 2. Шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И вяжем с вами третий ряд. Вяжем его следующим образом. Прибавка, столбик без накида. И повторяем эту комбинацию 6 раз. У нас образуется 18 петель. Думаю, вы догадались, что нижнюю часть тела я тоже хочу связать так, чтобы не было вот этого конуса, острия. Давайте вот олененка будем вязать так. Посмотрим, насколько это красиво. Мы с вами уже так делали, да, когда вязали ножки, непосредственно копыта. Итак, просто внимательно. Все то же самое, просто меняем местами прибавки и столбики. Начинаем с прибавок. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы увидимся на 4-м ряду. Довязали 3-й ряд до конца. 4-й вяжем привычным для вас и для нас, для всех для нас способом. То есть 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. У нас образуется 24 петли. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза и встречаемся на 5-м ряду. 4-й ряд довязали до конца. В 5-м ряду мы с вами еще разок сдвинем прибавки. Ну, а дальше пойдем привычным способом. Больше нам этого не нужно будет.
Так, соответственно, пятый ряд вяжем так. Прибавка, 3 столбика без накида. Повторяем эту комбинацию 6 раз, у нас образуется 30 петель. Начинаем с прибавки. Прибавка. Раз, два, три. Прибавка. Вторая. Раз, два, три. Вы делаете так еще 4 раза и уже встречаемся на 6-м ряду. Вот мы с вами довязали 5-й ряд. Смотрите, мне кажется, прям как-то более плоско получается, да? Нет прям вот этого острия. Мне кажется, так лучше. Так, и продолжаем с вами. В 6-м ряду нам 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида, прибавка. И у нас уже образуется 36 петель. Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Раз, два, три, 4. Вторая прибавка. Вам сделать так еще 4 раза, и мы уже увидимся на 7-м ряду. 7-й ряд вяжем следующим образом. 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз, получаем 42 петли. Раз, два, три, 4, 5. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5. Вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и увидимся на 8-м ряду. Вот мы 7 рядов связали. Смотрите, мне больше нравится такая форма, да, прям не сильно идет, так не сильно заостряется. Идет более плавненько вот эта округлость. Мне кажется, разница есть. Пишите в комментариях, как вам такой способ. Увидели ли вы разницу у себя при вязании, когда мы раскидываем немножко прибавки. Так, все. Этой теме я посвятила много уже внимания. Давайте продолжать. 8-й ряд. В нем 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 6 столбиков без накида, прибавка. В результате у нас получается 48 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 9-м ряду. 8-й ряд довязали до конца, а 9-й вяжем так. 7 столбиков без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз, получаем 54 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вторая прибавка. Вам сделать так еще 4 раза и увидимся на 10-м ряду. Перед началом вязания 10-го ряда подготовьте нижние ножки и хвостик, потому что в этом ряду мы будем их ввязывать. По периметру у нас сохранится 54 петли, ну а как будем ввязывать, сейчас покажу. Как всегда, обращаю ваше внимание на то, что я люблю ввязывать ножки одной и той же стороной вперед, ну и соответственно назад. В этот раз я буду ввязывать не узелками вперед, а вот этой закругленной стороной. Почему? Потому что когда мы с вами вязали копыта, все равно здесь незначительный переход есть, виден, да? И мне хочется, чтобы
вот так спереди это было очень красиво и ничего не было видно. То есть я решила вот таким образом. Вы ввязываете ножки, как нравится вам. Я показываю, как это буду делать я. Соответственно, эти части у нас получается вот здесь с наружной стороны будет, а здесь с внутренней. У одной ножки вообще не будет видно, у другой видно будет чуть-чуть. Кстати, заметно не сильно, но думаю, лучше вот так сделаю. Все. Значит, одну ножку отложила. Сразу по ряду мы будем вязать 6 столбиков без накида, захватывая за петли на ножке и петли на тельце нашего олененка. Так, подхватываем раз вперед, то есть у меня это, соответственно, будет вот так. Значит, я подхватываю вот с этой стороны. Петля на ножке. Так, петля на тельце. И обвязываем кончик нити. Можете не обвязывать, я просто показываю, как делаю я. Раз, петля на ножке, кончик нити. Так, петля на тельце, да, кончик нити. 2, ножка, тельце, кончик нити. Все вам видно, надеюсь. 3. Зато эта ниточка никуда не вылезет и не будет вообще мешать в процессе использования игрушки. Ножка, тельце, ниточка. 4. Ножка, тельце, ниточка. 5. И последняя петля на ножке, петля на тельце, кончик нити. 6. Мы ввязали с вами первую ножку. Немножко подтянуть можно. Так. Вот так у нас это все смотрится. Видно вам, да? Вот так. То ножки уже... Ножки длинные. Смотрите, дальше по ряду. Вы самостоятельно вяжете просто 21 столбик без накида. И на том моменте встретимся. Будем вязать вторую ножку. Провязали 21 столбик без накида по тельцу. Внимательно смотрим, той же стороной должны ввязать ножку, то есть вот так. Захватываем петлю на ножке и петлю на тельце. Раз, петля на ножке, петля на тельце. 2, ножка, тельце. 3, ножка, тельце. 4, ножка, тельце. 5 и ножка, тельце. 6. Дальше вяжете самостоятельно, получается 8 столбиков без накида, обвязывая вот этот кончик нити. На том моменте встретимся, будем ввязывать хвостик. Провязали 8 столбиков без накида после того, как ввязали вторую ножку. Берем наш милый хвостик и провязываем, захватывая за петли на хвостике и на тельце олененка. Соответственно, вместе 5 столбиков без накида. Петля на хвостике и петля, так, сейчас, петля на хвостике, петля на тельце. Раз, хвостик, тельце. 2, хвостик, тельце. 3, 4 и 5. И довязываем оставшиеся 8 столбиков без накида до конца 10 ряда. При этом не забываем обвязывать кончик нити. И уже до встречи с вами на 11 ряду. Довязали до конца 10 ряд. Посмотрите, какое очарование у нас получилось. Как мило смотрится хвостик с ножками, да? Посмотрите, какая красота. И это прелесть. Так, и вот так выглядит это спереди у нас, да? Вот так. Ножки, тельце. Ну все, начинается малыш. Так, сейчас спокойненько вяжите самостоятельно.
с 11 по 15 ряд включительно, это 5 рядов, по 54 столбика без накида в каждом ряду, без изменений. И мы с вами встретимся уже на 16 ряду. То есть сейчас наслаждаетесь процессом вязания без каких-либо схем и уже увидимся на 16 ряду. Малыш растет. Мы уже связали 15 рядов у тельца и приступаем к вязанию 16 ряда. Вяжем его следующим образом. 7 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз, получаем 48 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и увидимся на 17 ряду. 16 ряд довязали до конца. 17 вяжете самостоятельно просто 48 столбиков без накида. Встречаемся на 18 ряду. Ну а в 18 ряду нам 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 6 столбиков без накида убавка. В результате получим 42 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и встречаемся не на 19, давайте, а на 20 ряду. Вы сейчас довяжете 18 ряд до конца, повторив 4 раза комбинацию. 19 провяжете самостоятельно 42 столбика без накида и встречаемся на 20. 19 рядов провязали. Смотрите, какие уже пузики получаются. Обожаю пузики. И нам с вами сейчас нужно вязать 20 ряд. Вяжем его так. 5 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. В результате получаем 36 петель. Раз, два, три, 4, 5. Первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая убавка. Вам сделать так еще 4 раза. Это вы довяжете до конца 20 ряд. 21 провяжете самостоятельно 36 столбиков без накида. И увидимся с вами на 22 ряду. Связали 21 ряд. В 22 ряду 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида, убавка. В результате мы получим 30 петель. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Раз, два, три, 4. Вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 23 ряду. Довязали до конца 22 ряд, а 23 вяжем так. 3 столбика без накида, убавка. Делаем так 6 раз, получаем 24 петли. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая убавка.
Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза и встречаемся с вами на 24 ряду. Итак, мы с вами связали 23 ряда и сейчас приступаем к 24. По периметру сохраняется 24 петли, но в этом ряду мы будем ввязывать верхние ножки. Посмотрите, какой стороной вам нравится их вязать. Я думаю, что буду по такому же принципу ввязывать, как и нижние, чтобы было все симметрично и красиво. Как предлагаю вязать ножки я. Сначала по ряду вяжем просто 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше берем с вами ножку и, захватывая петли на ножке и на тельце, ее ввязываем. Соответственно, провязываем вместе 5 столбиков без накида. Захватили петлю на ножке, петлю на тельце, обвязываем еще при этом ниточку, кончик нити, да? Так, 1, ножка, ножка, тельце, ниточка, 2, ножка, тельце, ниточка, 3, ножка, тельце, ниточка, 4 и 5. Так. Пять. Сейчас посмотрю, как эта ножка расположилась. Как расположилась ножка относительно нижней, мне нравится. Потом я еще, когда весь этот ряд довяжу, все равно посмотрю, все ли идеально смотрится, все ли ножки между собой красиво выглядят. Так, теперь по ряду провязывайте самостоятельно просто 8 столбиков без накида, и на том моменте встретимся. Провязали по ряду после ножки 8 столбиков без накида. Берем вторую ножку и также вместе с ножкой провязываем 5 столбиков без накида. Захватываем петлю на ножке, петлю на тельце. 1, ножка, тельце, 2, ножка, тельце, 3, не уползаю от вас, ножка, тельце, 4. В такие моменты обычно двигаю к себе, ножка, тельце, 5, чтобы лучше рассмотреть и могу уползти от вас. Так, я сейчас посмотрю, как это выглядит. Если мне все нравится. Так, у нас до конца ряда осталось довязать 4 столбика без накида. Так, довязывайте и встречаемся. Или подождите, я сейчас посмотрю и скажу, довязываем ли мы, оставляем ли мы все так. Ну, мне кажется, идеальнее некуда. Просто расположились прям вот как мне нравится. Как это должно выглядеть. Так, сейчас он у нас длинненький же. Олененок с длинными ножками. Вот так. Значит, получается, напоминаю, как мы с вами сделали. Сначала провязали 2 столбика без накида просто по ряду, потом 5 столбиков без накида вместе с ножкой, далее 8 столбиков без накида просто, 5 столбиков без накида со второй ножкой, осталось довязать 4 столбика без накида до конца ряда. Это вы сейчас самостоятельно довяжете, и мы с вами закончим с 24 рядом. 25 ряд, просто провязывайте самостоятельно 24 столбика без накида, и мы уже увидимся на 26 ряду. Но еще хочу напомнить, что если у кого-то по схеме не совпадает, то есть если вы вяжете, как я сказала, а ножки у вас будут несимметрично верхние относительно нижних, ваша задача вязать верхние ножки, если вы где-то ошиблись, сбились, сдвинулся ряд, симметрично относительно нижних. Просто примеряйте и ввязывайте там, где будет у вас это выглядеть красиво. Все сказала, объяснила. Получается, да, увидимся на 26 ряду. Не забудьте довязать 4 столбика без накида, 25 ряд самостоятельно, просто 24. И встречаемся. Закончили вязать 25 ряд. 26 вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, убавка, повторяем комбинацию 6 раз, получаем 18 петель.
Так, раз, два, первая убавка. Раз, два, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и увидимся на 27 ряду. Ну а в 27 ряду нам надо сделать 18 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. И у нас уже образуется 36 петель. Наверное, вы догадались, что сейчас мы будем начинать вывязывать уже головку нашему малышу. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. Вам еще сделать 15 прибавок и до встречи на 28 ряду. Довязали ряд с прибавками, а в 28 нам 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 5 столбиков без накида, прибавка. В результате получим 42 петли. Вяжите сейчас этот ряд очень внимательно, так как петли расположены близко друг к другу, чтобы не пропустить. Внимательно смотрите. И вот так раздвигайте, и будет лучше видно. Раз, два, три, 4, 5, первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая прибавка. Вам сделать так еще 4 раза и увидимся на 29 ряду. 28 ряд довязали до конца. В 29 просто самостоятельно провязывайте 42 столбика без накида и увидимся на 30 ряду. 30 ряд вяжем следующим образом. 6 столбиков без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз, получаем 48 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза, и мы уже встречаемся на 31 ряду. 30 ряд довязали до конца. 31 вяжете самостоятельно просто 48 столбиков без накида и до встречи на 32 ряду. В 32 ряду нам 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 7 столбиков без накида, прибавка. И у нас образуется 54 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза, и мы уже увидимся на 33 ряду. А хотя давайте, наверное, сразу на 35-м вот так сделаем. Сейчас вы 4 раза повторите эту комбинацию, тогда вяжете 32 ряд до конца. Потом 33 и 34 свяжете по 54 столбика без накида в каждом ряду. Да, и мы увидимся с вами уже на 35 ряду. Мы связали у нашего малыша 34 ряда. Вы же не забыли связать 2 рядочка по 54 столбика без накида? Думаю, что нет.
И сейчас будем вязать 35 ряд. Будем вязать следующим образом. 8 столбиков без накида прибавка. Повторим эту комбинацию 6 раз и получим 60 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и до встречи на 36 ряду. Связали 35 рядов. Показываю вам, как выглядит сейчас малыш. Это вяжем, 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 вяжем. Вот такое чудо должно получаться у нас. И сейчас вы самостоятельно свяжете с 36 по 39 ряд включительно. Это 4 рядочка. По 60 столбиков без накидов в каждом ряду. И мы уже с вами увидимся аж на 40 ряду. 4 ряда вяжете без изменений и встречаемся. 39 рядов связали и начинаем вязать 40 ряд. В нем 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. 8 столбиков без накида, убавка, и мы с вами получим 54 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза. И встречаемся с вами не на 41, а давайте на 42 ряду. Довязывайте этот ряд до конца. 41 ряд провязывайте 54 столбика без накида. И увидимся на 42. 41 связали. 42 свяжем так. 7 столбиков без накида, убавка. Повторим эту комбинацию 6 раз. Получим 48 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вторая убавка. Вам осталось сделать так 4 раза. Это вы довяжете 42 ряд. Далее, как вы догадались, 43 свяжете самостоятельно просто 48 столбиков без накида. Увидимся на 44. Перед началом вязания 44 ряда решила вам показать, как увеличился, вырос наш олененок, чтобы вы тоже ориентировались, да, у вас должно выглядеть точно так же. Так, и сейчас мы с вами вяжем 44 ряд. И вяжем следующим образом. 6 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В результате образуется 42 петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Первая убавка. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вторая убавка.
Вам сделать так еще 4 раза и до встречи на 45 ряду. 44 ряд довязали до конца, а в 45 ряду 6 раз делаем следующую комбинацию. 5 столбиков без накида, убавка. И у нас уже образуется 36 петель. Раз, два, три, 4, 5. Первая убавка. Раз, два, три, 4, 5. Вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и уже увидимся на 46 ряду. Приступаем к вязанию 46 ряда и провяжем его так. 4 столбика без накида, убавка. Сделаем так 6 раз, получим 30 петель. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Раз, два, три, 4. Вторая убавка. Вы сделаете так еще 4 раза и увидимся на 47 ряду. Ну а 47 ряд свяжем так. 3 столбика без накида, убавка. Повторим эту комбинацию 6 раз. У нас образуется 24 петли. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая убавка. Вам еще 4 разочка повторить эту комбинацию и до встречи уже на 48 ряду. Мы довязали 47 ряд до конца, и сейчас необходимо уже набить малыша синтепухом и вставить глазки и носик. И посмотрите, мы еще не сделали утяжку глаз, а он уже такой милый, очаровательный пупсик получился. Смотрите, какой хорошенький. И обратите внимание, что нижняя часть тельца олененка такая достаточно округлая, аккуратная и красивая. То есть мы добились того эффекта, который ожидали. Перед тем, как вставите заглушки, обязательно примерьте глазки. И когда будете примерять, так надавите на них и посмотрите, нравится ли вам то, что вы видите. Я в восторге от того, что вижу. Вот такой он будет нежный и милый малыш. Глазки я вставила. Сейчас посчитаем с вами. Считаем отряды со сплошными прибавками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Между 10 и 11 рядами я вставила глазки, ну а носик, соответственно, между 8 и 9 рядами. Все, набивайте синтепухом, вставляйте глазки, носик. А я сейчас возьму поудобнее малыша и продолжим вязать. Ну а мы сейчас будем вязать 48 ряд. И свяжем его так. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз, получаем 18 петель. Раз, два, первая убавка. Раз, два, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 49 ряду. Закончили 48 рядом, а в 49-м 6 раз необходимо повторить следующую комбинацию. Столбик без накида, убавка. И у нас уже образуется 12 петель. Столбик без накида, первая убавка. Столбик без накида, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 50 ряду.
довязали до конца 49 ряд, ну а в 50 мы делаем 6 убавок, и у нас остается всего 6 петель. Так, первая убавка. Вторая убавка. Вы делаете еще 4 убавки, и мы с вами встречаемся. У нас с вами осталось совсем маленькое отверстие, которое мы сейчас будем закрывать. Сначала по ряду мы делаем соединительный столбик. И отрываем ниточку, оставив кончик чуть длиннее, чтобы мы закрыли головку. Вытягиваем нить. Берем иглу с большим ушком, вставляем нить в иголку. Сейчас не на камеру вставлю и вернусь. И иголкой собираем оставшиеся петли. Напоминаю всегда, не затягивайте сначала. Потом будет сложно найти эти петли. Вот теперь можно затянуть. Так, делаем закрепительный узелок. Думаю, и так не разойдется, но я без узелка не могу. Так, пушинки. Затянули. Так, прячем ниточку. Расправляем. Как всегда, аккуратно и красиво. Так, и сейчас я подготовлю прочную швейную нить, длинную иголку, и мы с вами утянем глазки. Я подготовила вот такую иглу и двойную швейную нить. Как вы уже видите, один глазик утянула. На примере второго покажу, как мы будем это делать. Итак, вводим иглу под глазом над рядом со сплошными прибавками, а выводим с наружной стороны глазика, вот здесь. Всю нить не вытягиваем, оставляем небольшой кончик, так как мы будем им перевязывать в узелки ниточку. Окаймляем глаз и уводим ее обратно с внутренней стороны глазика, вот здесь. И выводим близко к тому месту, где мы ниточку вводили. Думаю, вот здесь мы сейчас выведем. Вот так. Эта нить должна спрятаться туда, за глазик, под глазик. Помогаем иголочкой, ногтями, чем можем. Должна туда уйти. Но аккуратно, чтобы не покорябать глаз. Иногда сразу уходит, иногда нет. Так, спряталась? Почти. Так, да, спряталась. И, утянув вот так глаз, завязываем несколько узелков. Сейчас не на камеру завяжу и вернусь к вам. Завязала узелочки. Посмотрите, какая нежность получилась. Посмотрите, какой он очаровательный, милый, хорошенький. Красота. Прячем с вами ниточку. Легко и просто вставляем иголку и второй кончик нити в нее же. Так. Есть. Так, сейчас, наверное, рога подстелю,
чтобы глазки не поцарапались. Так, вытягиваем, отрезаем. И, ой, уже рожки легли почти там, где надо. И любуемся. Если вам не нравится, как вы утянули с первого раза, соответственно, вы можете повторить эту процедуру, утянуть посильней. Смотрите, какой хорошенький наш олененок. Какая прелесть. Сейчас подготовлю ушки и рожки и покажу, как мы будем их пришивать. А вы видели оленя милей? Я нет. Посмотрите, какой у нас олененочек получается. Понятно, что сейчас все прикрепила на иголочках, не совсем так аккуратно, но уже мы видим, что это за чудо получится. Как всегда, на камеру пришивать не буду, просто покажу, как мы будем это делать, и вы все поймете. Нитки для пришивания мы оставили и у рогов, и у ушек. На примере ушка. Берем иголочку с большим ушком, это понятно, да? И как мы пришиваем ушки? Захватываем за столбик на головке и за петлю на ушке. Я не начала с первой петли, просто вам показываю. Все. Столбик на головке, петля на ушке. И таким образом вы проходите по всему ушку. То же самое с рогами. Там, получается, по кругу будете пришивать. И все, у нас только ушки и рожки пришивные. И всегда говорю, пришивайте как удобно вам, как вам нравится, любым удобным способом именно для вас. Я показала, как буду пришивать я. Соберу наше очарование и обязательно покажу, что получилось. Пришила детальки. И это тот случай, когда милота просто зашкаливает. Посмотрите, какой он волшебный, нежный и очаровательный. Самый сказочный олененок на всем свете. Надеюсь, у вас тоже получилось это очарование. Ну что, до новых встреч и пока-пока!